Это наш шредер, который у нас проходит лечение, терапию. Стукнутый об стекло окна, то есть врезался. Вот, я его буду просто насильно кормить. Сам он не ест. Этому может быть несколько причин. Обычно достаточно. Во-первых, он сидит в коробке. Все-таки освещение там не очень, и он не очень понимает, не очень видит, где еда. Во-вторых, еду я ему даю уже как бы мертвую, даже немного разделанную. Он может, ну, на самом деле, ястреба соображают, что еда или не еда, но он ее затаптывает и как бы уже не понимает, что вот это вот можно есть. Ну и он, естественно, стрессует, то есть он переживает, что его где-то там держат, и не соображает немножечко. Там бунтуют, то есть деревятники часто это делают. Если бы он сидел где-нибудь в вольере, в помещении побольше, ему кидали бы там целую перепелку там или еще что-то, он сообразил быстрее. Но, естественно, у него еще же травма, все-таки голова там болит и все такое, что делать непонятно, и как это вот происходит. Поэтому приходится ему вот так вот запихивать кусочки. Пока я даю без шерсти, без перьев, без всего. То есть это ему сейчас не нужно. Птица как бы выросла, ему кальций в данный момент не критичен. Ему нужно именно энергия. То есть чистая... Так, мы тебя не очень фиксируем, да? Вот. Он уже себя получше чувствует, поэтому стал вырываться. Чтобы птица не вырывалась, то есть вот из полотенца он выскользнул. Я сейчас сделаю вещь, которую делают обычно все сокольники. То есть птицу спеленаю. Сейчас я принесу пеленочку специально. Пеленка. Причем такая фирмошная пеленка, она то есть прям специально сделана, сшита. Это такой чехольчик, обычная тряпочка. Можно сшить из штанины джинсов на коленке. То есть вот здесь для крыльев вот такая штучка. А так это вот смирительная рубашечка для птичек. Она подходит, в принципе, всем хищным птицам, кто подходит по размеру. Вот эти кармашки надеваются на плечи крыльев. То есть вот за этот уголок она потом снимается. Вот, они наделись на крылья, не загораживая туловка. Вот. Дальше перехватываем вот так. То есть надо обязательно, чтобы были вытянуты ножки. Дело в том, что до путинки я надела практически сразу ему. Это не для того, чтобы держать его на руке, а для того, чтобы можно было, например, вот так вот взять, потянуть за них и вытянуть ножки. Или когда он там где-то сидит, то есть не хватать его сверху, а взять за путинки, зафиксировать сразу ноги, чтобы он не вцеплялся этими ногами. И теперь вот здесь резинка пришита. Это не очень удобно, хотя она фиксирует более-менее. Обычно пришивают веревочку. То есть заматываем в районе где-то коленок, но не перетягивая. И зафиксируем. Обычно там на узелочек, но тут, поскольку резинка, можно как эластичный бинт крепится. Вот, все, птица зафиксирована, ее можно держать вот так. То есть ему не больно, ему удобно. Ну, относительно удобно. В таком положении он не может какать, не может ходить в туалет. Поэтому птиц в таком положении долго держать нельзя. А если планируется, что птица будет лежать там где-то час-два, обязательно надо, чтобы птица полностью у нее был пустой кишечник. Перед этим нельзя кормить, и надо, чтобы она хотя бы половину суток, то есть скинула погадку, половину суток не ела ничего. И после этого только пеленать на продолжительное время. Иначе, не сходив в туалет, птица так будет сидеть, у нее начнется интоксикация организма. Это очень вредно. Вот, но поскольку я это буквально вот минут на 10 его запеленала, ничего страшного. Он в шоке, в ненависти. Сейчас я буду просто ему запихивать порцию мяса, которую он должен съесть. Я небольшими порциями кормлю, чтобы не перегружать организм. То есть здесь вот
это порезано, это пол грудины перепелки. То есть вот полная грудь, да, птицы. А вот так вдоль, там, сторона, это пол грудины. Обычно так и считаются, вот когда у хищных птиц, там у сокольников сколько поел, там полгрудины голубя, 2 грудины голубя, то есть, в смысле 2 полгрудины, целая грудь. Либо целый голубь, либо там полгрудины, 2 ноги. Ну и вот это вот оно считается примерно так. У него на языке, на корне языка отверстие дыхательное в трахею. Важно не напихать в него еды. Но оно вообще маленькое закрывается, но если будут маленькие кусочки, они могут попасть. Или вода может туда попасть. Поэтому лучше проталкивать сразу дальше в горло пальцем. Вот. Ну и птица должна делать глотательные движения. То есть видно, что он вот проглатывает. Если не проглатывает, надо подождать. Либо вынимать, либо помогать дальше. Я специально смочила, то есть обрызгала все кусочки мяса водой, чтобы они легче скользили. Если мясо будет свежее и не смочено водой, то есть за счет крови оно будет прилипать вообще в пасти, будет прям вот липко-липко, его не протолкнешь. Это как хурму незрелую есть. Примерно так. Вот. Плюс еще он таким образом попьет. То есть необходимое количество влаги получит. Он сидит в коробке без ничего, то есть там только подстилка и все, воды никакой не стоит и ставить не надо. Он просто это не будет пить, он разольет и все запачкает. Еда там тоже я оставляла, как бы, чтобы проверить, будет или нет есть. И он не стал есть, поэтому я ничего не оставляю, так как он все равно это загадит, там затопчет. Вот, и сидит в чистенькой коробке, где я меняю подстилку. И коробка, естественно, закрывается, чтобы он не вылезал. Плюс там полумрак, спокойствие. Коробка стоит в туалете, поэтому я не буду ее показывать. У меня не очень эстетично выглядит туалет, тоже требует ремонта. И, в общем-то, ничего криминального, но все любят, чтобы было красиво, а там некрасиво. Фу. Мурлок! Мурлок на улице. Мясо, которое упало на пол, не подбирается. Не, ну у меня-то можно его подобрать, естественно, у меня чисто ничего, но если на улице мясо падает на пол, нельзя его подбирать и опять давать птице. В целях гигиены и профилактики заражений. То есть просто упавшее на землю где-нибудь в городе мясо может сразу нахватать дохренище всего от голубей, например. Ну, где-нибудь в поле на травках, ничего страшного. Вот, но лучше как-то перебдеть. Вот, то есть порцию он получил. Где мои салфеточки? Порцию получил. Лицо вытер. Не надо мокрым вытирать. Вытирается все сухим, без проблем. Чистится. Вот здесь у них зоб. У дневных хищных птиц у всех есть зоб. И сюда складывается вся порция мяса, поэтому они один раз в день не едят. Они полностью его набивают, вот себе такой шарик, и в течение суток его продавливают туда себе в живот. Вот, усов зоба нет, у них сразу все в желудок падает, поэтому, когда кормят сову, щупают ей пузик. Вот. Теперь я его опять посажу в коробку до вечера. Не смотри туда, не смотри, я тебя не ем, я тебя кормлю наоборот. Вот. И он там будет сидеть, не тревожась, его надо поменьше тревожить. В общем-то, кулечек, сейчас я его размотаю обратно. Очень удобно, то есть, как видно, я все делаю практически одной рукой. Когда у вас хищная птица, 2 руками что-то сложно делать, одна все время фиксирует птицу, даже если она на перчатке сидит. Вот. То есть эта пеленочка шьется самостоятельно, без проблем. Это просто у меня такая мажорная, мне подарили. Вот. И вот она размоталась, я его держу, за ноги перехватила, но крылья у него еще зафиксированы. Когда птицу сажают, можно прям вот так кинуть, не снимая с крыльев. Если птица очень злая, там будет биться или что-то еще, она сама вылезает. А тут я вот просто беру, снимаю, все, птица, у нее и оперение в порядке,
и как бы она даже не шевельнулась, ничего, и не как из полотенца, да, она там выскальзывает. Просто на самом деле опасно очень, может схватить лапами. Пусть у него когти не такие большие, как у Сильвы, но они очень острые, потому что птица из природы, у него вот эта природная острота, то есть как иглы. Или бритвы, да. Все. Я пойду посажу птицу. Сидит, держит себя за ножки. Хвост у него упакован и будет упакован до конца вообще всех манипуляций. Там лист обычный формата А4 обмотан, то есть сложен вот так вот на необходимую ширину. И он обмотан малярным скотчем. То есть малярный скотч вот здесь немножко приклеен к перьям. Вот здесь вот. Да, вот даже что-то вырвалось он. Но это не страшно, это вырастет. Вот. И там хвост полностью в безопасности. Во-первых, он не касается малярной ленты, потому что он сначала замотан листом бумаги. А во-вторых, он защищен от всяких какашек, от того, что он, когда в коробке сидит, можно на него наступить, там, если попятиться или что-то еще. Вот. Вообще и птицам, и маховые перья можно также заматывать. Вот этот вот пучок брать и заматывать. Ну, у него, у ястреба короткие крылья, это ничего страшного. А вот всяким коршунам, там, конюкам чаще всего это также делают, на всякий случай. Чтобы не портили перья. Это выглядит не очень красиво, но это действительно помогает. Да, все, я от тебя отстаю. Пойдем. Ну, а вот так вот он сидит в коробочке. Вот. Там пару раз покакал. Вот сейчас вот видно, как он хвостом об стенку коробки вот согнул его, опирается. Ему не больно, он, естественно, ничего не чувствует, поэтому он и не обращает внимания на это. В природе они как бы хвостом ничего не касаются, и у них нету инстинкта как-то беречь хвост. Поэтому бережем его мы. Все, коробка закрывается. Я ее оставляла как-то на день открытой. Ну, вот так она была открыта, наполовину. Он вылез оттуда все, и это не очень хорошо, ничего не произошло плохого, но вот он сидел здесь. Вот. Поэтому я сейчас закрываю ее полностью.